Всем привет! Сегодня буду менять мотор на своей бормашинке. Снял вот такой грязнючий мотор. Это продолжение к видео. Вот с бормашины снял. Сейчас буду снимать крепления вот эти и ставить на вот этот мотор. По идее крепления должны быть одинаковые. Там плюс-минус, по-моему, полсантиметра было, я мерил. Сейчас посмотрим. Так, мотор убираем. Берем этот мотор. Так, это железка была. Вот так наверх. Так. Чуть-чуть не совпадает. Лишь бы болты прошли. Так, а что у нас тут? Так, у нас здесь не проходит. Придется, не знаю почему, болт не проходит. Придется чуть-чуть рассверлить. Так, сейчас я рассверлю и включусь. Пришлось чуть-чуть растачивать крепление. Китайцы не пользуются европейскими стандартами. Так, теперь будем собирать без расточки, без проборки. У китайцев ничего не идет. Так, перчатки снять неудобно. По идее, моторы европейские, они все стандартные крепления идут. Эти дырки. Но у китайцев без этого никуда. Всегда приходится все подгонять. Так, затягивать не буду, там еще придется подгонять. Так. Главное еще, чтобы вот эта часть совпала. Ну, ремень можно будет пододвигать, натягивать. Установил я мотор, стоит надежно, крепко.
Но была одна проблема с этими шайбами. На китайском моторе у них крепления вытянутые, длинные. Все через ихнюю эту, блин. А здесь на стандартном моторе у них везде крепления короткие. Пришлось подгонять вот эти шайбы, вытягивать сюда дальше, потому что с ремнем была проблема в натяжку. Не мог натянуть. Вот пришлось на токарном делать такие шайбы, подгонять. Да, хорошо, токарный есть. Так бы, наверное, надолго бы затянулось. Но сейчас стоит уже надежно. Я его уже все установил. Шкив поставил. Ремень. Это затягивается все. Натягивается, затягивается. Теперь осталось электричество подключить, да попробовать его в деле. Так, вроде бы все надежно. Ладно, буду соединять электрику, да пробовать. Так, подсоединил я к частотнику. Пока пробная. Уже вон пробовал сверлить. Это 8-ка, 6-ка сверлит хорошо. Работает тихо. Замерим. ...380 оборотов. Сверлю сейчас с одной рукой. Сверлит без проблем. Силы хватает. Такие обороты. Подтянуть ремень. Замерим. — 1550. Без перестановки ремня. Добавил почти 50 Гц. Почти 1800 оборотов. Это вполне хватает для чего-либо. Ну, конечно, Гц. Что-то можно сверлить. Все работает. Но реверс здесь, конечно, не нужен. Все, вот такой обзор. Может, кому-то пригодится. Кто будет менять через частотник.
Да, чтобы не могу удержать. Через частотник очень удобно. Набавил обороты и не надо перекидывать ремни. И сила остается та же самая. Даже с частотником намного экономнее. Это он сейчас 1,2 ампера, 63 вольта потребляет. Ладно. Спасибо, что смотрите. Кому понравилось, ставьте лайки или дизлайки. Мне без разницы. YouTube дизлайки тоже засчитывают. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Здоровья вам. Всем пока, до следующего раза.